Итак, всем, ребята, привет, с вами Default, и это снова, опять же, игра The Beginner Guide. Я не знаю, читается правильно, опять же. И да, как вы помните, я остановился на главе Дом, там уже в конце. Кстати, мне ее нужно будет перепроходить, опять же, потому что, видите, нет, лекция, все нормально. Но, опять же, ребята, я сейчас начну все, опять же, с 9 главы, я хочу кое-что, так скажем, понять. И, в общем, в самом видео, в аннотациях к нему будет написано, с какой минуты начинается 11 глава. Но это не точно, поэтому, если что, то перемотайте, и когда увидите вот этого парня, желтого, да, то как бы, ну, там-то и все будет. Опять же, я играю для себя, так что уж сорян, ребятки. Да. Okay, this one is tough. It's gonna kind of just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Понять саму суть хочу. Еще раз перегорая этот уровень. Подожди, зачем мне нужно ждать, если... Подожди, он нам сказал, что типа подожди, короче, это вот пазл типа сам что даст тебе направление, типа нужно просто подождать. Но получается, что я должен сам взять и открыть эту дверь, получается. Или нет, или... Хрен не знает. И да, извиняюсь за вот этот скрип, который вы, скорее всего, слышите. Это у меня от клавиши пробела, так что да, это не очень. Еще сейчас я хочу вкратце звук сделать немножко тише. Вот так вот. Хорошо. Ага, класс. See, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. И вот я хочу вот как-то понять, типа, что он хотел иметь в виду, как вот создавая это все. И вот, кстати, да, я понял то, что реально, то, что вопросы здесь не имеют вообще никакого значения. Они очень несуразные и, короче, не знаю, как... То есть, чтобы ты здесь не ответил, это неправильно будет. И как бы оно ни на что не влияет вообще. Вообще, то есть... Я подумал, что тут какая-то будет концовка, завязанная на ответах вот этих вот. Но нет, ни хрена подобного, это вообще... Ну, например, так. Типа, и ничего нет. Он тупо делает то, что как бы... Пусть будет бэша, как не сложно скажем. Думаю, он должен будет додумать больше света. Поставим... Опять же, я вот не понимаю просто, почему именно эти вопросы, почему именно вот такие ответы. На сомнение, что говорят не врал. Вот видите, вот он ни на что не влияет, вообще ни на что. There's a bit more to this one, but still it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. So, okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction.
очень странная комната. Я вот ее не понимаю. Точнее, не комната, а уровень. Очень странный. В плане, что хотел сказать этим кода. То есть, ну да, есть одна игра, где ты идешь тупо к колодцу и доходишь как бы ничего. Ты там как бы остаешься на вечность, короче. Есть игра, где ты должен отвечать на вопросы, а есть, где ты должен выполнять действия. Как-то должно быть связано, я вот просто не могу это пока что понять. And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this, to see a person basically unraveling through their work. And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop, that particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going, and then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. То есть я понял то, что, ага, он экспериментировал, он думал. Вот оно что. И вот это последняя версия тюрьмы, где, опять же, ты должен отвечать на вопросы. То есть он остановился именно вот на этом. На гребаных вопросах. Забавно. Подожди, а что если... окей. Нельзя. Окей, давайте еще раз. Алло. Это кто? Кто это? Это я. Ты после точной струны. Ты это я? Кстати, да, забавный факт. Забавный. It's a conversation. And so this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Да, вот он пытается как-то вот сам себе что-то сказать, что-то нарисовать, что-то придумать, разговаривая сам с собой. И, кстати, да, по ходу дела Кода это девушка. Ну, потому что, видите, да, то, что, опять же, типа, я была, она была. То есть, реально, Кода это девушка. Вау. Если это так, то это вау. Это, наверное. Должен была в этой тюрьме. Опять же, тут никакие вопросы, ответы не имеют никакого, в принципе, значения, по идее. Ну, сейчас это новое, не как в прошлый раз. Я пришла в обучение. Что странно. Скучаю по этой тюрьме. Почему? Тебе там что-то хорошее? Тут отвратительно. Ага, разве тебя не правительство мысль о том мире,
Ага. Типа вот. Ну, кстати, да. А вот тут уже, типа, есть несколько вариантов. То есть, ты можешь сказать, что типа, в тюрьме тебе было комфортно, или что, я не знаю, ты будешь узнать, ну, точнее, почувствовать снова это предвкушение свободы, предвкушение вот это, ну, точнее, не предвкушение, а чувство, когда ты уже начинаешь бежать, понимаешь, что вот ты достиг своей цели, и то, чего ты, к чему ты там стремился. Да, как бы интересно. Интересно, что происходит. Да, может быть, скотч, либо больше нет. Как бы тут три разных ответа. И вот реально. Фу. Ну давай, допустим, скажем, два. Надо, просто влюбись в терпение. Когда будешь там чуть дольше. Забавно. Допустим, два. Типа... найти тебя? Что мне нужно делать? Чтобы быть искренним. Ага, смотри-ка, тут мы говорим про искренность. То есть сейчас я был искренен, и типа автор, точнее, кода в данном случае, считает, что я был искренен. Блин, забавно. То есть в прошлый раз мы что сделали? Мы как бы ее утешали. То есть, чтобы ей было как бы хорошо, мы утешали как-то, говорили ей некие, типа, когда все будет нормально, ты выберешься обязательно, типа, не парься, всякое такое. А тут мы, типа, говорим, что, типа, да, слушай, я в тюрьме было, типа, ага, хорошо. И, типа, то, что мне там очень все нравилось, как бы, тыры-пыры, я, типа, не хочу, типа, зря я сбежала, типа, ну, всякое такое. Это забавно, черт возьми. Достаточно быть искренним. Что? Это не звонит. Просто быть искренним. Искренность. Вот так. Искренний в чем? Чтобы выбраться. I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? Ага. Кода хотел дать поддержки. Вот как, ну, как думает рассказчик, то он предполагает, что Кода хотел, опять же, некой поддержки, и чтобы ему кто-то сказал, что все будет хорошо, вот ты сделаешь игру, она будет классная, типа, не парься, типа, просто там нужно там либо трудиться, там, либо как-то, ну, то есть, в общем, да, то есть любой выбор тут приведет к одному итогу, то есть вот этому. Он просто хотел, чтобы у него была поддержка. Вот, потому что, как бы, опять же... Да, это забавно. So what would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Кроме самого себя.
To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Здесь я, в принципе, суть-то я, в принципе, понял. You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Что этим хотел нам сказать Кон? Вот что? То есть вот это все уборка. After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. Скорее всего, знаете, почему он тогда делал именно игры с тюрьмой? Возможно, он думал, что вот он в тюрьме, знаете, вот он ищет выход из нее. Вот, точно, кстати говоря. Он ищет выход из своих вот этих вот, своего внутреннего разума, который ему мешает как-то создание игр. Он искал суть, чтобы выбраться из своих вот этих вот оков. Типа, по ходу дела, да. Думаю, что так оно и есть, в принципе. Значит, это тебе, наверное,
know that Coda really liked this game. Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time, just walked around with a constant smile on his face. Забавно. Ну да, как бы, и, видать, а эта игра уже прям какой-то, ну, некий исход из его всех этих отличаков. То есть, как бы, вот он вынес из всего этого, вот он вложил в это игре, в принципе. Ну это да, это как бы такая спокойная, приятная игра. И видите, он как бы говорит сам себе, что нужно постоянно типа, трудиться, иначе это приведет там, тебя к чему-то типа, плохому, там самое что говорят. Банально. I'm glad he made this. I'm glad he found some peace. But, of course, it can't last. И вот The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. надо идти дальше. И так продолжается жизнь. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. Ну, рано или поздно, да, ты в этом можешь найти смысл. Да, да, так-то, в принципе, и есть. This one gets a bit goofy. Какую-то ерунду. Лучше найти работу получше, чтобы ваши отношения наполнить больше смыслом. Нет. Совершенство. Ну-ка. Подумайте. Благодарный. Вот совершенно человек. Совсем рядом. Без усилий. Легко. Это так легко. Это очень легко. About halfway through the Okay. game, the perspective shifts. Вау, охренительно. Стоп, а теперь я... And you play as the teacher. And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Спасибо. Я все еще не люблю людям просто... Чего я учу говорить какие-то фразы? Типа мы говорим его внутренние мысли, да? То есть мы... это прикольно. То есть мы видим, что он хочет сказать и что он думает про себя, типа. Спиртное, сука, выжить. Ну вот да. Ну,
общем, понятное дело. Вообще, он тут говорит о людях, которые дают советы очень неправильные. Как-то с ним это было связано, и... Эх, Акистам у меня увеличивается, это ужасно, жесть. Помните, не будет, что... Я же не всерьез. А, смотри-ка, там вот этот слушает. Экстази, класс. То, что правильно. I felt pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way, and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Много думал об этой игре. Это круто, это круто. Мне это очень понравилось. То есть мы то есть видим, да, он думаешь, о, да, он там такой шикарный, великолепный, а типа на самом деле он обычный человек, как и ты, только не показывает этого. Вот и все, что не показывает свои проблемы. Вот. И это как бы главное. То есть он такой оптимист, но как бы внутри он, блядь, такой. This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. Возможно, у него там были всякие дела с Вовой, возможно. И, кстати, да, это вот не перфекционизм, типа, я вот прям очень странные узоры, очень странные. Сцена. Оу. Неплохо. Вау. Но тут, думаю, интерьер, он тут, конечно, долго делал, мне кажется. Хотя хрен знает. Подожди, а я могу? О. Ха. Никак. Забавно. Вот никогда не понимал, что же вот в этих ящиках всегда. Скорее всего, колонки, я не знаю. Вау. Бляха-муха. Я ж дернулся. Окей. Я могу уйти? Нет, не могу уйти. К этой стене. Ага, я понял. Я не хочу, типа, к ней идти. Но это у нас выбор-то. И нету больше. Монтажечный кресло. Свежий профессор. Ага. То есть мы сейчас будем пытаться узнавать у других людей, которые как бы достигли своей цели, спрашивать у них, типа, а как же, типа, я хочу так же, типа, как это сделать? Я хочу быть таким же успешным, как и ты, ну, как бы успешным в плане какой-то конкретной там профессии.
Скажите, где туалет? Неплохо. Ты что делаешь? Давай еще раз. Ну-ка. Вы мне нравитесь? Подожди, зачем он их поставил? Типа, это люди, получается. Так, наоборот, мне так менее комфортно получается. Ум, счастье, воля, успех, класс. То есть, ну да, то есть мы в ней видим все. То есть ум, там, счастье, успех, просто она типа сам Господь. Это же много людей, да, что чего вам пришлось пожертвовать? Ты сам все портишь. Ничего, я не прочитал в конце. Вау, охренеть. Там фонарик, там типа... Там конец уровня. Твою мать. Кода? The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating. He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. But what can you do? After this, Coda went off and took another 5 months to make a new game. 5 месяцев, охренеть. Все больше и больше. Ну, жесть, как бы, на самом деле, да, то есть у него был именно страх, какой-то социофобия у него была, то есть он боялся открыться людям и... Ну да, такой одинокий человек, да, это прям чувствуется и в играх, где он еще... Ну, где он как бы... Ну, помните, там, где ты ходишь по некому миру, и там эти валяются, типа, записки этих, типа, людей, вот. Да, это реально, это чувствуется и прям очень сильно. Ну, опять же, Кода, это вот сейчас для меня, это такой одинокий парень, одинокий, ну, как я думаю, опять же, скорее всего, то, что почему-то он везде использует она, не он, а она, вот почему? Ну, если так задуматься, то если Кода это, ну, мужчина, то, скорее всего, видать, он хочет какой-то связи с женщинами, скорее всего. То есть именно ему нужна не просто вот связь обычная, такая дружеская, а, возможно, любовная. Но, опять же, это я только
предполагаю, потому что, опять же, он везде использует женскую, ну, женский род, как бы, ну, типа она, то есть у него нигде нету он. И это странно, это, видать, играет какую-то свою роль, это прям в любом случае. И опять же, Кода для меня это такой талантливый парень, талантливый, реально. То есть, ну, как бы даже не талантливый, а, как сказать, нет, он не талантливый, ибо талант это когда ты что-то делаешь очень долго, очень, ну, так сказать, практикуешь свое одно умение, именно одно, и оно у тебя просто выходит идеально. И вот то, что ты можешь сделать идеально, это называется талант, в принципе. Так что нет, а он наоборот, он как бы он парень просто с идеями. С идеями он чего-то хочет, но вот у него нету этого, то, что типа вот нужно до конца доделать то, что ты хочешь. Как-то он... У него сами игры, они очень короткие, они очень... ну, так скажем, они непростые. В плане именно понимания, смысла, они прям, прям такие. Но вот, а если в плане самого геймплея, то они очень простые. То есть ты тупо ходишь и как бы клацаешь на, типа, на предметы. Извиняюсь. Вот, и больше как бы ничего. Ну да, то есть, ну, да, он тут подчеркивает и уже не один раз проблему одиночества. То есть он прям ее открывает и говорит то, что вот, чуваки, смотрите, вот я один, и типа такая вот хрень. Там было что-то написано, погоди. Погоди, он что-то сказал, погоди. Ага, погоди-ка. Дорожная лента Мёбиуса. В эту игру следует играть с закрытыми глазами. Как это так? С закрытыми глазами что? Это а как? Как я должен играть в нее с закрытыми глазами? Что? Вау. Типа лифт. Вау. Сказать правду. Вот твою мать! Что? You should probably open your eyes if you haven't already. It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Скажите, как это закончить? О боже мой! Вот это экшен. Давай еще разочек. Давай. Истина. Ну-ка. Давай. Мне правда... А, я сказал... Черт, все. Мы подохли. Это огромная дверь. Забавно, кстати. Давайте еще раз изучим. Слева. Давай еще раз. Истина, давай. Меня всегда интересно. Я просто не могу остановиться. Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where's that coming from?
But then, even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Coda where I really started to wonder if he needed my help in some way. Они начали с ним меньше общаться, очень редко, и он перестал в этом видеть. Я иссякла. И видишь, и вот истина. Я больше всего этого не чувствую. Продолжай. Говори же. Я думала, что это будет легко. Высказываться мне одиноко. С нами все будет хорошо. Вау. His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Ага. Охренеть. То есть все больше отчаяния. Вау. Да, парень что ушел в себя немножечко совсем. Где? Вау. А, это я видел. Это типа внутренний мир получается. Видите, постоянно женский род, постоянно. Видите, опять же, у меня кончились идеи. У меня кончились идеи. Ну да, тут у нас тут только, видите, выбор вот этого, опять же, некого отчаяния, и у меня нету идей, типа, только смотрите, по мне пусто. Ну, давайте первое. Опа, у меня не пускают. Нет. Вот, движок, то есть ощущение, то есть чувство, чтобы его снова запустить. Так, второе. Погоди, ты ищешь машину? Зарядок? If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Дать, он хочет понять, то есть это как бы он, возможно, он просто не хочет терять то, что он уже получил, поэтому он не хочет как-то, то есть, возможно, он как-то через игры пытается в этом во всем разобраться, всякое такое, как бы, ну, типа, ну да. Нужна головоломка. Чуть-чуть идем.
дел. Ха, дел. Слушай, а как переводится дел? Погоди-ка, ну-ка. Дел, подожди. Так, Google. Я просто очень плохо знаю английский, поэтому извиняюсь. Так, сейчас. Дел. Ну? Дело? Это дело? Серьезно? Сделка, соглашение, договор. А, типа, да, типа, окей. Да, то есть наше слово не имеет никакого значения, в принципе, опять же, да. Это подтвердилось. Отлично. Подожди, а что если... Because, from my perspective at the time, and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to anyone, not releasing them onto the internet, and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. Ну да, это сильно, то есть это... Понимаете, человеку нужно общаться, понимаете? Ему... Человек без социума, он сходит с ума. Ну, в плане... Человек, он, опять же, он зависит от общества, ну, в неком смысле. Ему оно необходимо. Что думаешь? Да, я знаю, что это. Замечательно. Ну, дверь уже закрыта. Мы сейчас снаружи. Нужно закрыть дверь. Дверь все еще закрыта. Нам нужно закрыть дверь. Нет, ничего не будет. Обидно. Дверь все еще закрыта. Ну, понятно. И снова это головоломка, господи. Я просто пытаюсь проверить, то есть будет ли что-то еще, но видать нет. Хорошо. Как так просто? You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work Это не that way. поможет. Да. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Разваливаешься. Ну да, все верно. Даже не за что долго не было сообразить. Подожди, так нам типа... Где я? Ладно, все. Там кто плакал же? Подожди, мы задыхаемся. Господи, что за звук? Даже видите, господи, что за звук? Меня пугает.
тебе нравится. Ладно. Вау. Ну да, это хорошо. Творчество это легко, но это же неправда. Типа ты пытаешься как-то утешить сам себя, да? Утешение. Да не, да, это прекрасно. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. Дурные предчувствия. I was Очень watching him do дурные. this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like Да, это жесть. video games are not worth this amount of Стоит suffering. мучений. Отлично. This is Великолепно. someone I really cared about. And I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this, it was the worst thing for me. Ну, просто ужасно. Ну да, это вообще, это очень ужасно. Любите внутреннее так и блин, эти звуки плачущей девушки мне прям аж рвут душу. Ужасное чувство, не знаю почему. Меня сейчас стошнит. Положись на меня. Обещаю, что сработает. Хорошо. Продолжай. I don't know. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to Я stop понимаю тебя. more than anything. I had never felt so Да. rotten. I Вот. needed more than I had ever needed anything for this to stop. Согласен, это просто ужасное чувство. О, Господи. Это тюрьма. Да, я это и говорил. Это тюрьма. Да. But it didn't stop. After finishing this one, Coda takes another 7 months and comes up Да, with a new game. Да. Как я и говорил, это тюрьма, и снова эта девушка, снова это... Блин, это жестко. Да, он пытался сам себя вытащить из этого всего отчаяния. Господи, я понял. Но опять же, да, как я все и говорил до этого, он пытается выбраться из своих этих оков. Но только тут, как нам уже сказал этот автор, понятно, это тюрьма олицетворяет то, что он постоянно один в комнате. Он социофоб, так скажем, да? И он одинок. Он пытается выбраться из этого одиночества. Вот чего он пытается сказать. Он пытается выбраться, опять же, из одиночества. Он не хочет быть один. Ну, пытается, точнее, как-то это сделать. Но это жесть. Это, да, это... Вау. Это просто вау. Мы взяли в плен машину и ждем вас. Я буду жесток. Я буду жесткой. Очень хорошо. Она называет себя Кода. О боже. Для интервью, что такое эта машина? Да, это какой-то... Господи.
And of course, it's the machine. Причинять боль. Нет. Ага, понятно. Кода. Последовательно, друзья мои. Да, это жесть, конечно. Скверно, это есть. Ну да, это не значит. В общем, не станет раз без прощения. Ну да, то есть мы делаемся типа без коды, да? Типа, нам пофиг на него. Сильнее, чем просто машина. Давайте докажем, что вот, давайте докажем, что мы не жалкие неудачники. За мной мы уничтожим машину. За мной мы уничтожим все, что создали. Ага, мы уничтожим машину или мы уничтожим то, что создала она. Давайте дошибать. Опять сцена. Черт. Что? Кода, я позабочусь о том, что тебя помню вечно. Разве ты... So now the work is becoming self-destructive. And I'll tell you, at the time that I first played this game, shortly after he made it, here's what I'm thinking to myself. I'm thinking that Code is stuck in his own head, and that it's having a very negative effect on him, and that all he needs to do is just start showing his work to people, to get some actual feedback on his games. It might get him out of isolation. And so, as I'm thinking this, I realize that I could be the one to initiate it. Because it would never occur to Coda to start actively soliciting feedback, so what if I did it for him?
If he could see the difference it would make to have more actual conversations with other human beings, would that bring him out of his mental spiral? Would it give him confidence in himself? Would it bring meaning back into his work? Все разрушает, все, абсолютно все. О. So I started showing Coda's work to people. I took this one, and the islands which you just played, the theater, the notes, the house cleaning game, and some of the prison escape games. I brought them to people that I knew and trusted. I asked their opinions. And the great part is that they really loved his games. You know, the point of it all was just to give him some external reference point, but they genuinely loved his work. There was nothing for him to be afraid of. Кода? Опусти оружие. А, видите, в замкнутом пространстве. Нет. Опусти оружие. Ты дурак? А? Can you see why I felt like this was the right thing to do? Because it's the thing that I always feel like I need, to be told that my work is good, that I am good. When someone really connects with a thing that I've made, when they see themselves purely in my work, there's nothing that feels better. And I got to give that very same feeling to my friend. I did something... I really felt like I'd done something good, like I was a good person. I felt like there was a friend who was in trouble and was unhappy and maybe didn't like themselves, and I could fix it. If I could give him this gift, maybe I could fix the problem. When they told me how much they enjoyed his games, it was the best feeling. It was the absolute best feeling. It made me feel so happy. So beautifully, beautifully happy. Wow. So anyway, Coda finishes this game, and then really he just kind of takes off for a while. So this is June of 2011, and I didn't hear anything from him for several weeks, I guess. And so out of nowhere, one day I get an email, and it's got a private link to a new game of Coda's. This one is called The Tower, and to my knowledge, it's the last game that Coda ever made. So let's take a look. Понятно. Ну, вообще, ребята, вкратце я понял вот такую штуку. Коде было ужасно плохо, очень херово. Он подумал о том, чтобы уничтожить все свое творение, знаете, как, не знаю, как Гоголь, там, со своими романами. Тут такая же штука. То есть он был прям вообще в полной депрессии, и рассказчик, честно, я забыл его имя, извиняюсь, конечно же, вот он захотел сделать эту игру, чтобы доказать Коде, что он способен. Типа, чтобы все поняли, что он хотел сказать. Чтобы он не боялся. Вот. И он хотел помочь другу. Из-за этого он сам был бы счастлив. И вот я его очень сильно понимаю, потому что когда я помогаю кому-то и вижу, что мои труды, что я вот это сделал, и я помог кому-то быть счастливее, я сам становлюсь очень счастливым. Это очень круто. Ну что же, And this is where I have trouble saying anything meaningful about Coda's work. Because more than anything else, the tower just feels distant. It feels like it's trying to distance itself from the world. It's a very cold game. Это очень холодно. В общем, он погрузился в полное отчаяние, короче, по ходу дела. Черт возьми. This room actually has a maze in it.
Except that all the walls of the maze are invisible. And then every time you touch one of the walls, there's this awful flashing and noise, so the experience is really miserable. The game goes beyond not being meant to be played, it actually seems to despise the player for trying to play it at all. But I do want to show you the rest of the levels, so when you're ready to continue, press enter and I'll put a bridge over the maze. Ну я так и понял, я вот, ну, типа, вот я смотрю вот эту штуку, и да, он типа полностью ровный. А, погоди, стоп, или нет, подожди. А, нет, показалось, ну ладно, просто скажу. Забавно. Да, это, конечно, вау. And to be fair, it's not like this is the first game that's needed some modification to be playable. Like the house cleaning game. You know, that one used to actually loop the cleaning chores and you just cleaned a house forever. I had to cut it off so that you could exit the house and the game would actually end. But that game had an idea that it was actually trying to communicate. What's the deeper idea behind the invisible maze? Вот да, идея, кажется, да. Типа, получается, он невидимые стены. Невидимые стены. Да, это сложно. Но пишите, я скажу, по-моему, там задумал. The only way past this challenge is to randomly guess the 6-digit code. Охренеть. Like the invisible maze, it's frustrating to me, because it's the opposite of everything else that Coda has made. It doesn't encourage thought or engagement. It doesn't ask anything of me, except a lot of my time. If I could have reached him during this time, then maybe I could have asked him, but I couldn't. I still don't really understand why this is here. I'll put the code on the ground for you here, though, so that we can move on. Так, погоди, 15, 16, 17. 15, так, подожди. Когда он сделал эту игру? Возможно, это дата получается, когда он реально изобрел эту игру, или... Странно, что-то. 15, 16, 17. Не знаю, честно говоря, не знаю. То есть, ну, вряд ли, да, это типа день, это месяц, это год, нет. Но у американцев это все считается по-другому, потому что тут именно, наверное, дни, скорее всего, или фиг знает. The switch to open this door is actually on the other side of the door, meaning that it's literally impossible to solve from this side. So even if you somehow brute forced your way through the first two challenges and you got to this point, there's actually just no way to progress. And it's scary for me, the idea of Coda cutting himself off entirely, just saying, you know, that's it, that's the end of the conversation, not giving me any way to fix the problem. I feel like a failure, I guess, when I can't fix the problem. But I can open this door for you, so let me do that. Да, то есть ты никак не можешь ему помочь. Вообще никак. То есть, получается... Was I a failure for not understanding this game? I mean, I don't know why I would be. It's not like everything needs to have a solution, but I feel it somehow. I feel like I failed, and I don't understand why. Да, он тупо как бы говорит, что все, чувак, все, типа. Я заканчиваю.
It's June of 2011. I'm playing this for the very first time. And as I'm playing, I'm thinking to myself, I don't know this person. I have no idea who this person is. It wasn't the guy I knew, it wasn't my friend. I had come to so many conclusions from looking at all of his work up to this point, and then suddenly none of them... I had been trying to, though. That was the thing. For years, I was trying to get to know him, to understand who he actually was and what he stood for. I asked him so many times to please just tell me what his games mean to him. I asked him please to tell me what the 3 dots mean. Вот, And he черный wouldn't. точек. А он не говорил. Помните 3 черные точки? Вот, точно. Я их прям помню. Но он сам это... Он ничего не говорил. Да. Очень странно. Ведь для него это много чего значит. Возможно, уже кто-то в них видит, но что? Надо искать. I just felt so strongly that if I could have connected with him, that if I could have somehow made his work my own, that I would finally be once and for all happy. It was that I needed to see myself in someone else. I needed to be someone other than me. На меня. Вот да. But he stopped and left. And it felt somehow like I had failed. Потерпел неудачу. Where did I screw up? Что я сделал? Ты ничего. Ты вот ничего не сделал. Дорогой Дэвид. I'm the reason that you stopped making games, aren't I? It's David. because of what I did. I poisoned it for you. Из-за меня это стало родителям. Нет, друг мой, ты чего? Нет, Дэвид. Нормально все, господи. Дэвид, ты тут не виноват, господи. Он сам решил для себя это. I don't think I ever told you this, but when I took your work and I was showing it to people, it actually felt... It felt as though I were responsible for something important and valuable. Не знаю чего. Вау. Был щелчок. Эти игры для тебя. Да не. Точно, это точно не так. Дэвид, да? Дэвид. And the people who played them, they treated me like I was important. They really listened and cared about what I had to say. Even though I was showing your work, I felt good about myself. Finally. For a moment, while I had that, I liked myself. Свои труды решения, скрытые, спрятанные где-то между играми. И если бы и был какой-то ответ, какой-то смысл, он принес бы тебе счастье. Думаю, что да.
брать мои игры и показывать их. Показывать их людям вопреки моим желаниям. Давать им то, что ты не вправе давать. Моей защищенности. Ха! То есть ему, возможно, это ведь и не нравилось, то, что он показывает игры кому-то еще. Из-за чего он, видите, типа, нарушает границу моей защищенности. Ты перестал бы вновь вносить изменения в мои игры. Перестал бы добавлять в них фонари. А-ха-ха! Это не он их начал добавлять. And then you stopped, and I didn't have anything left to show people. I just had to be with myself. And as soon as that happened, there was no feeling at all. Nothing. Less than nothing. What does that mean? Как есть. Вау. Это с тобой мне физически плохо. Ты отчаянно хочешь чего-то, а я не могу это дать. У меня этого просто нет. Попытки согласны с новыми идеями. Спадает, это просто часть процесса. Полагаешь, будто я сейчас больше говорит, чем обо мне. Ну да. Ну хотя, опять же, он слишком много мы о нем знаем. Скорее всего, он просто скрывает и пытается как-то себя отговорить. Он говорит больше о тебе, чем обо мне. Ну. Еще лишено смысла. И это нормально. Не мне ее решать. С тем, с чем сейчас сражаешься. I'm afraid that I did something really stupid because I don't like myself. Что я перестал себе нравиться. Это жизненно на самом деле. Когда ты делаешь что, знаете, когда ты пытаешься человеку помочь, что-то предпринимаешь, но это что-то, наоборот, делает все еще хуже. И ты начинаешь себя из-за этого просто ненавидеть, потому что ты понимаешь, что это была реальная ошибка. Что ты не подумал в тот момент, что ты делаешь, и все это было, получается, не просто зря, а делало еще хуже. Поймешь, о чем я говорю? Не говори ничего. Черт. That's why I'm releasing this collection of your work, is because I haven't been able to find any other way to reach you. I've tried everything. And so a part of me has hope that if I put this compilation out into the world, and if I put my name on it, that maybe enough people will play it so that it'll find its way to you, so that I can tell you that I'm sorry. I know I screwed up. If I apologize to you truly and deeply, will you start making games again? Please, I need to feel okay with myself again. And I always felt okay as long as I had your work to see myself in. I mean, is something wrong with me? Because I know that I did an awful thing, and I'm doing it again right now. Like, I'm showing people your work, but I can't stop myself from doing it. That's how badly I need to feel something again, like I'm an addict. There has to be something wrong with me. Can I apologize? What if I tell you I was wrong? Will that work? Will that fix it? I don't know. I don't think it will, but there's nothing else that I can do. Just tell me what you want. I'm sorry. I'm sorry. Please,
start making games again. Please help me. Please give me some of whatever it is that makes you complete. I want whatever that wholeness is that you just summoned out of nothing and you put into your work. You were complete in some way that I never was. I want to know I want to know how to be a good person. I want to know how not to hate myself. Please. I'm fading, and all I want is to know that I'm going to be okay. Что с тобой будет все хорошо. Вау. Все? Куда? More love, more praise, more people telling me that I'm good. Always more. It's like a disease. Solution. I guess if someone had told me ahead of time that he just really enjoyed making prison games, maybe I wouldn't have thought he was so desperate. I wouldn't have told so many people that he was depressed. Maybe he just likes making prisons. Просто нравится бедственность. Тогда, мне кажется, эти игры никто бы... Even now, the disease is telling me to stop. Don't show people what a shitty person you are. They'll hate you. If I knew that my life depended on finding something to be driven by other than validation, what would that even be? It's strange, but the thought of not being driven by external validation is unthinkable. Like, I actually cannot conceive of what that would be like. Согласен. Темнота, все эти туннели. What now? Остается только ждать, наверное. I think I need to go. Думаю, мне пора. And I'm sorry, because I know that I said that I would be here and I would walk you through this, but I'm starting to feel like I have a lot of work to do. Много дел. I have a lot that I need to make up for, and so I'm just gonna... Okay.
удачи, Дэви. Вау. Это просто вау. А, это... Подожди, стоп, я уже знаю, что это. Мы же это видели. Так ведь? Здесь везде. Да уж нет, конечно. Да, это сильно. Теперь он сам, видите, расстроился в себе. Чего-то ищет. Зависеть от других. Это абсолютно нормально. Все мы зависим. Так или иначе. Это должны знать. Таковы люди. Без других людей мы не сможем достичь того, чего хотим. Нам они нужны, необходимы. Один ты умрешь. И больше ничего. Ну, похоже, это все. Это конец. Вечный лабиринт. Не знаю, что еще сказать. Это очень. Ну что же, вот так вот и заканчивается эта игра. Очень классно. Я вот не знаю, вау. Музыка идеальная. Вот за саундтреки, по этой игре они просто шикарные.
Скорее всего, даже мне кажется, что мне сейчас за эту песню засрут YouTube, да и пофиг. Мне пофиг, потому что это очень круто. Черт возьми, я не знаю, Что же я могу сказать? Спасибо за просмотр. Помните, ребята, что лучше иметь друзей, не быть одному, потому что один ты умрешь. Лучше всегда иметь какого-то близкого человека, и с кем ты можешь пообщаться. Вот, это главное. Это прям, чтобы донести, вот, как бы, основа этой игры донести людям то, что одиночество, оно может убивать. Опять же, как бы, ну, это, что же, не основная, возможно, даже мысль, но одна из, наверное, важных, скорее всего. Как я думаю, опять же. Что же думаете вы, то пишите, как бы, я в восторге, и как бы, вау, очень классно. И музыка, и, то есть, и работа автора, чтобы показать историю через игры своего одного из бывших, как я понимаю, друзей, который полностью ушел в себя, полностью отгородился от всех и вау. В общем, опять же, да. Удачи вам, ребята. Помните, что, опять же, быть одному это плохо. Всегда имейте друзей, общайтесь с кем-нибудь, как бы, и будьте счастливы. Удачи вам!